бархатцы, чернобрывцы, тагетес, шафран, маригольд, бархатки. Их яркие оранжевые, желтые и красные соцветия украшают дачи, клумбы, балконы, огороды. Это светолюбивое с изумительным запахом растение, цветущее с июня до заморозков, до холодов. В своих цветках бархатцы содержат эфирные масла, разные витамины, много аскорбиновой кислоты, множество полезных микроэлементов. Особенно полезны красно-коричневые цветки, которые наиболее богаты каротином, провитамином А и пигментами. Бархатцы выделяют теофен, вещество с резким ароматом, отпугивающим тлю, колорадского жука, нематод, муравьев. Успокаивает оно почву после других культур, очищает грядки, даже когда просто бархатцы растут рядом. Бархатцы распространились и прижились во всех климатических поясах. Это один из самых популярных цветов в мире. Цветут они везде, а цена им золото. Насчитывается около 40 видов бархатцев. Они культивируются во многих странах мира. Бархатцы – это род однолетних и многолетних растений, относящихся к семейству астровых или сложноцветных. Бархатцы – тагетес. Латинское название произошло от имени Тагиса, внука Юпитера, который научил этрусков предсказывать судьбу и находить скрытые в земле сокровища. Тагис был мальчиком, однако его интеллект был необычайно высок, и он обладал даром предвидения. Тагис представал людям в виде младенца с умом мудрого старца, которого пахарь нашел в борозде. Ребенок рассказал людям о будущем мира, обучил гадать по внутренностям животных, а затем исчез так же неожиданно, как и появился. Предсказания Бога-младенца были записаны в пророческой книге этрусков и переданы потомкам. Латинским именем своим бархатцы обязаны Карлу Линнею, назвавшего их именно в честь Тагиса, этрусского полубога, внука Юпитера, который прославился своим даром предсказателя и красотой. Историческая родина бархатцев – Центральная и Южная Америка, где ацтеки выращивали бархатцы как лекарственное ритуальное магическое растение. Ацтеки очень почитали бархатцы. Представьте, из каких глубин времен пришли к нам эти цветы. Легенда рассказывает о молодой влюбленной паре ацтеков. Ежедневно после обеда они поднимались на гору возле поселка, где они жили, чтобы принести Богу Солнца Томатиу в дар цветы. Он появлялся, улыбаясь им с высоты, и они обещали любить друг друга даже после смерти. Когда на землю ацтеков пришла война, влюбленным пришлось расстаться. Узнав о смерти любимого, девушка в последний раз поднялась на гору и там умоляла бога Тонатиу, чтобы тот навсегда соединил их. Бог солнца окутал страдалицу горячими лучами и превратил ее в цветок с лепестками такого же горячего и яркого цвета, как солнечные лучи. В то же мгновение к волшебному цветку подлетела колибри. Это и был погибший юноша, который стал птицей. Цветок раскрылся, развернул свои 20 лепестков и наполнил все вокруг мистическим и чарующим ароматом. Так появился мексиканский цветок мертвых. В начале ноября, 1-2 ноября, вся Мексика отмечает День мертвых. Считается, что лепестки бархатцев излучают тепло солнца и освещают умершим путь домой. Каждая мексиканская семья ко Дню мертвых обустраивает алтарь, где вместе с фотографиями родных, уже ушедших из земной жизни, и их любимыми вещами, едой и напитками, выкладывают целые охапки бархатцев, желто-горячими цветами украшают кладбища, улицы и даже рестораны. Цветок также выступает в качестве культурного символа Непала. Во многих непальских семьях вы можете увидеть гирлянды, собранные из бархатцев. В XVI веке эти заморские цветы были привезены конкистадорами из Америки в Испанию.
а оттуда они попали в Европу. С бархатцами связано много интересных историй. Древние индейцы, к примеру, верили, что эти цветы растут там, где спрятано золото. Американские индейцы считали, что созвездия бархатцев обладают магической силой. Их использовали в похоронных процессиях, сухие букеты сохраняли дома, воспринимая их оберегами от нечистых сил. И сегодня эти цветы в Индии называют генда, используя их в религиозных церемониях, свадьбах и праздниках. В индуизме этот цветок олицетворялся с богом Кришной. На языке цветов бархатцы означают верность. Бархатцы являются олицетворением бога Кришны, и во время главного праздника Дивали гирляндами из бархатцев украшают дома, офисы, торговые центры, цветы вплетают в волосы, используют в качестве украшений не только для людей, но и для животных. В Таиланде этими цветами украшают все значимые религиозные церемонии, свадьбы, похороны, а также многочисленные фестивали. В Китае бархатцы являются символом долголетия, поэтому их называют цветами 10 тысяч лет. В Турции этот цветок считается мощнейшим средством от всех болезней. В Европе также с почтением относятся к этому цветку. В Англии бархатцы называют Marigold – золото Марии. В раннем христианстве существовала традиция украшать бархатцами, символизирующими золотые монеты, изображения Девы Марии. История эта уходит корнями в библейские времена, когда святое семейство бежало в Египет, и по пути их преследовали воры. Настигнув Марию и Иосифа, злодеи отобрали у них кошелек, из которого вместо золотых монет посыпались цветы бархатцев. Для магических ритуалов цветы бархатцев рекомендуется собирать в полнолуние и высушивать. На языке цветов бархатцы означают верность. Бархатцы считаются не только растением, тем, где оно растет, там надо искать золото. Они еще считаются цветами, помогающими предсказывать будущее. Гадайте. Бархатцы используются для привлечения интереса и разжигания страсти. Аромат бархатцев успокаивает нервных людей. Дышите этими цветами живыми или добавляйте эфирное масло в аромалампу. Используют бархатцы так же, как амулет и оберег. Их можно высушить и носить с собой в мешочке, кошелечке. Также бархатцы защищают дом от незваных гостей. Это тоже бархатцы. Просто посади в горшочке на подоконнике или поставь у порога. Незваный гость и отвадится. Сухие бархатцы, зашитые в одежду мужа, сделают ему воздержание от измены, а положенные под кровать создадут пространство для спокойного легкого сна. Считается, что цветок бархатцев обостряет интерес, страсть в отношении противоположного пола, изгоняет из дома злых духов, защищает от злого глаза, защищает от нежданных гостей. А если скормить цветы курам-несушкам, то желтки в яйцах будут желтые-желтые. Бархатцы использовали в индийских свадебных церемониях. На языке цветов бархатцы означают верность. Желтые бархатцы символизируют тайную любовь и нежные чувства. Оранжевые говорят о страсти и энергии. Красные выражают глубокую привязанность. Коричневые ассоциируются с земными благами и материальным достатком. Свежий сок из бархатцев помогает при укусах пчел и ос. Цветы бархатцев можно использовать в кулинарии в качестве красителя. Также бархатцы используют для тканей как натуральный краситель. Также бархатцы используют для изготовления самой дорогой пряности в мире шафрана, которое добавляется в блюдо в минимальном количестве. Шафран превращает блюдо во что-то фантастическое. В Грузии цветки и листья этого растения добавляют в виде приправы. Там их называют имеретинским шафраном, специально который стоит $100 за килограмм, и делается эта специя из бархатцев чернобривцев.
А еще бархатцы – это действительно аптека с огорода. Они обладают противовоспалительным, общеукрепляющим, успокаивающим действием. За счет высокого содержания в них натуральных пигментов лютеина и зеаксантина они восстанавливают зрение. Бархатцы уменьшают риск развития катаракты. Лютеин является хорошим антиоксидантом. Лютеин содержится в шпинате, горошке, тыкве, моркови, но больше всего лютеина в бархатцах. Бархатцы снимают боль, лечат печень, почки, поджелудочную железу. Они снижают уровень сахара в крови, нормализуют давление. Их используют для лечения и профилактики гинекологических заболеваний. Бархатцы повышают устойчивость организма человека. Бархатцы обладают мочегонным, желчегонным эффектом, благодаря чему они применяются в лечении болезней печени и почек. Местное применение бархатцев позволяет эффективно справиться с зудом от укусов насекомых, а также убрать покраснение и воспаление кожных покровов. Бархатцы оказывают противодействие грибкам, хотя они не лечат запущенную форму этого недуга на ранней стадии, они являются эффективной частью терапии. Также бархатцы содержат большое количество эфирных масел и флавоноидов, которые обеспечивают способность бархатцев подавлять активность бактерий и вирусов. Бархатцы не переносят гельминты. Эти паразиты быстро покинут организм при употреблении этих цветов. А еще бархатцы улучшают циркуляцию крови. Бархатцы в целом позитивно влияют на сердечно-сосудистую систему, укрепляя стенки сосудов и снижая давление. И, наконец, это растение способно снижать уровень глюкозы в крови, что делает бархатцы средством борьбы с диабетом на ранней стадии болезни, а также нормализует гормональный фон. Особенно это важно для мужчин, ведь благодаря бархатцам у них повышается уровень тестостерона. Масло из бархатцев лечит раны и ожоги. Ванны с отваром чернобрывцев успокаивают нервную систему, помогают в стрессовых ситуациях, снимают беспокойство, восстанавливают душевное равновесие, рекомендуются при неврозах, депрессиях, неуверенности и растерянности. В народной медицине с древности водный настой цветков чернобрывцев применяли как мочегонное, патагонное противоглистное средство. Чай из бархатцев пили для лечения диареи, желудочных колик. Бархатцы можно добавлять в компоты, кисели, которые приобретают не только особый аромат, но и лечебные свойства, повышают устойчивость организма к простуде, гриппозным заболеваниям, различным микробам, спасают человека от вирусов и бактерий, укрепляют иммунитет. А чтобы пить такой ароматный чай и зимой, просто насушите семена цветков бархатца про запас.